Недавно астрономы поздравили с днем рождения звезду W75NB VLA-2. Она только сформировалась в созвездии Лебедя в 42 тысячах световых годах от Земли. В то же самое время на расстоянии 600 миллионов световых лет сверхмассивная черная дыра разорвала на куски и поглотила другое светило. Это первое подобное явление, зафиксированное в оптическом диапазоне. Но в целом обычное событие в масштабах космоса. Рождение и смерть. Между ними миллионы и миллиарды лет эволюции. Хотите увидеть все их на одном бумажном листке? Это не фантастика, а удивительный настенный календарь, подготовленный космологами. Однако посмотреть на такие удивительные события своими глазами, а не на бумаге, все же намного круче. И мы это сделаем. Приглашаем вас, дорогие зрители, в виртуальное космическое путешествие. В этот раз мы охватим просто непостижимый временной период, всю эволюцию Вселенной, а также ее звезд. Конечно, наш маршрут пройдет лишь по главным эпохам мироздания, и все же график будет напряженным. Так что в путь. Нам многое нужно успеть. Стартуем в бесконечно далеком прошлом. Все началось с рождения Вселенной, когда еще не было никаких звезд. Как это происходило, доподлинно неизвестно. Но многочисленные гипотезы ученых рисуют удивительные картины начала-начал. Наиболее надежной и хорошо обоснованной считается стандартная модель Вселенной, горячей и значительно однородной во всех направлениях. Гипотезу впервые выдвинул бельгийский ученый Жорж Леметр в 1920-х годах. С тех пор современная наука прибавила этой версии много убедительных доказательств. Вот в чем ее суть. Вселенная родилась из точки сингулярности в результате Большого взрыва. В рамках теории она одна единственная, ей не с чем взаимодействовать. В ее отношении теряют смысл такие понятия, как масса, форма, размер. Здесь стоило бы ориентироваться на такие параметры, как плотность, давление, температура, химический состав. Сразу после взрыва наш сложный мир мало походил на просто плавающий по пространству газ. Астрофизики, например, столкнулись с расширением Вселенной и реликтовым фоном. Природа первого явления – гравитационное взаимодействие всех существующих объектов. Именно его развитием определяется будущее Вселенной. Второе же – реликтовое излучение. Невероятное наследство самых ранних эпох, когда свет перестал взаимодействовать с материей, отделившись от нее. Сейчас из-за расширения Вселенной большинство древних фотонов из видимого перешли в микроволновой диапазон. Их и называют реликтовым излучением, служащим одним из главных подтверждений теории Большого взрыва. При переходе к меньшим масштабам прослеживается четкая ячеистая структура Вселенной, из чего состоят грандиозные соты мироздания. Там нет экзотической материи или чего-то еще более странного. Их составляет пустота, огромные космические войды без единого огонька, без края и конца. Стенки космических сот – другое дело. Они озаряют темное пространство своим светом. Что за сила включила эти небесные прожектора? Весь секрет в том, что пустоты окружены галактиками – спиральными, линзовидными, неправильными, эллиптическими, с активными ядрами, в том числе сверхяркие квазары. Внутри галактик находятся темная материя, космические лучи, межзвездный газ и множество небесных тел, таких как звезды, планеты, черные дыры. Во всех них действуют одинаковые физические законы. Например, ученые предполагают, что гравитация, электричество, магнетизм и свет ведут себя одинаково даже в самых отдаленных регионах космоса. Вселенная связана не только едиными физическими законами, она вообще однородна, поскольку энергия Большого взрыва разгладила его во всех направлениях. Расширение продолжает и сейчас утюжить полотно пространства. Однако в мире нет ничего полностью идентичного. Масса галактики скоплений на отдельных участках космоса тоже разная. Лишь в среднем, если брать в расчет огромные регионы в миллионы километров, масса и состав будут те же. Вы можете это хорошо представить, перекапывая лопатой большой участок Земли. В одном случае зацепите вместе с почвами камни, а в других – червей, а в третьих – больше глины или песка, чем в предыдущих.
но каждые 100 лопат будут примерно одинаковыми по составу. Мы можем провести подобный эксперимент и в космическом масштабе. Для этого полетим к какой-нибудь экзопланете, ну хотя бы к К2-360b, которую астрономы открыли в 2025 году. Ее масса в 7,7 раза больше, чем у нашей планеты, в то время как диаметр всего в 1,6 раза превышает земной. То есть там нам не грозит опасность провалиться внутрь. Плотность объекта составляет примерно 11 граммов на кубический сантиметр, почти как у свинца. Но для нас сейчас важно не это. Каким мы увидим космос с поверхности того далекого мира, приблизительно таким же, как с Земли. Вот как по стандартной модели космологии приблизительно однородно на больших участках выглядит наше мироздание. В целом же стандартная модель космологии презентует нам Вселенную отлично обустроенной, яркой и неповторимой, лишенной хаоса и неразберихи. Она, несомненно, безумно привлекательна, однако многие последние исследования разрушают удивительную картину. Некоторые космологи на этой основе выдвигают собственные видения начала-начал, отличные от принятого. Они приводят довольно весомые аргументы в пользу своих гипотез рождения Вселенной. Возьмем версию большого отскока. Ее авторы утверждают, что наше мироздание не возникло само по себе из ничего. Перед этим существовала другая Вселенная, которая после значительного расширения сжалась до маленькой точки. Затем, достигнув критической массы, сгусток начал распространяться в разные стороны. Так возник космос, в котором мы живем. Подобные события происходят бесконечное количество раз. Какие доводы приводят космологи в пользу своей гипотезы? Мы знаем, что теория Большого взрыва предполагает гладкую Вселенную. Реликтовое излучение тоже должно соответствовать этому правилу и быть примерно одинаковым на всех участках пространства. Но космический аппарат Планк, который изучал микроволновой фон, обнаружил там странные изменения. Это может означать, что с теорией Большого взрыва не все в порядке. На самом деле в ранней Вселенной происходило что-то другое, пока неизвестное ученым. Возможно, на самом деле Вселенная не возникла из сингулярности, которую нельзя назвать пространством. Так что аномалии реликтового излучения дают очки в пользу гипотезы Большого отскока. Еще одна теория, наоборот, не считает эти аномалии таким уж отступлением от правил. Вместе с тем, модель тоже исключает появление точки сингулярности, как и большой отскок. Однако в данном случае речь идет о петлевой квантовой космологии, связующем звене между физикой и квантовой механикой. Каким мы увидим по этой версии рождения Вселенной? Квантовая теория описывает Вселенную, в которой частица может находиться в нескольких местах одновременно и мгновенно перемещается из одного места в другое. А в этой картине особое место занимают квантовые флуктуации. Примеры жизни здесь найти несложно. Мы постоянно сталкиваемся с данным явлением в быту. Значительная часть фотонов, которые мы видим как свет, результат квантовых флуктуаций. Пространство заполнено нулевыми колебаниями всех существующих квантовых полей. Таким образом, вакуум вовсе не пустое место. Эти космические пустоши на самом деле просто кишат квантовыми флуктуациями. До рождения Вселенной ее место полностью заполнял именно такой вакуум. В какой-то момент он перешел из нулевого уровня в возбужденный, то есть в этом квантовом поле флуктуации активизировались. Этим был дан старт появлению мироздания. Однако теоретикам еще нужно хорошенько поработать, чтобы объяснить, как и почему нулевые колебания квантовых полей поменяли свое состояние. И еще непонятно, за счет чего флуктуации изначально приобрели настолько большое значение, что запустили космическую инфляцию, сформировали все объекты во Вселенной. Удастся ли когда-нибудь найти четкое подтверждение этой гипотезы? Как знать? Некоторые намеки на ее верность ученые уже видят в характеристиках возмущений материи, которые мы наблюдаем во Вселенной. Они несколько напоминают возмущения, порожденные квантовыми флуктуациями. С флуктуациями связана еще одна, более экзотическая теория. Только представьте, наша реальность родилась в таком себе необъятном чане, наполненном энергией. Ее избыток приводит к кипению и бурлению, флуктуациям в пространстве времени. В итоге образовываются пузыри, новые вселенные.
Если они получаются маленькими, то быстро схлопываются, и их энергия приводит к рождению новых миров. Зато прочные пузыри растут и расширяются, пока не взорвутся. То есть здесь гипотеза мультивселенной перекликается с теорией Большого взрыва, с которого и началось расширение мироздания. Но только взрыв нашей Вселенной не единственный, а один из многих. Сейчас ученые пытаются найти новые, более веские доказательства гипотезы. Так, если соседний пузырек мультивселенной когда-то в прошлом оказался рядом с нашим, оба могли столкнуться между собой. Тогда после катастрофы наш мир получил бы заметный отпечаток. Этот след может проявляться в странных свойствах галактик, которые находились на месте происшествия, или в искажениях космического микроволнового фона. В океане реликтового излучения, похоже, вообще можно выловить что угодно. В 2025 году Ричард Лью из университета в Хантсвилле нашел там кое-какие подсказки, предложил свое объяснение возникновения всего сущего. При этом ученый использовал только известные законы физики. Как видит исследователь рождение и эволюцию Вселенной? Космос мог возникнуть не в результате одного гигантского взрыва, а серии быстрых и локализованных всплесков энергии. Каждый из них выбрасывал материю и энергию в пространство. Из этого материала формировались планеты, звезды, галактики и другие структуры. Модель вообще не нуждается в темной энергии для объяснения расширения Вселенной. Серия незаметных быстрых всплесков описывает все без этих окончательно неподтвержденных субстанций. Энергетические выбросы, о которых идет речь, длятся мгновения, и современные телескопы не успевают их зафиксировать. В то же время эти всплески дают нужную материю для образования галактик и скоплений. У данной модели, как и у других, есть свои слабые места. Выбросы энергии невозможно обнаружить напрямую, да и других весомых подтверждений новой теории нет. А вот в пользу темной материи и темной энергии накоплено гораздо больше косвенных доказательств, чем для поддержки гипотезы кратких взрывов. Однако Ричард Лью надеется проверить свои идеи с помощью наземных телескопов, обнаружив скачки красного смещения. Так астрономы называют резкие изменения в спектрах дальних объектов, что может быть следом отдельных энергетических всплесков. Но как бы то ни было, наше мироздание родилось и существует. Как оно развивалось в дальнейшем, во многом зависит от того, какая теория рождения Вселенной верна. Поскольку прямых доказательств ни одной из них нет, мы остановимся на самой обоснованной на сегодняшний день общепринятой гипотезе Большого взрыва. Когда он произошел? И можно отмечать пусть не день и не год, а хотя бы тысячелетие со дня рождения Вселенной. Тут тоже есть некоторое расхождение. Определить время появления нашей реальности ученым помог все тот же космический микроволновой фон, реликтовое излучение. Оно подобно теплу от камина, который уже погас. И хотя реликтовое излучение нельзя увидеть в оптический телескоп, слабый сигнал можно уловить с помощью радиотелескопа. Космический зонд WMAP записал очень подробную карту реликтового излучения. По этим данным космологи определили возраст мироздания в 13,772 миллиарда лет. Затем коллаборация Планк измерила первичный свет еще более детально, получив возраст Вселенной в 13,813 миллиарда лет. Еще раз время, прошедшее после Большого взрыва, ученые уточнили с помощью решетки телескопов Алма в чилийской пустыне Атакама. Исследования показали, что нашему мирозданию 13,77 миллиарда лет. Можно ли считать вопрос нерешенным? По мнению астрономов, разница между показателями во всех трех случаях находится в пределах допустимых погрешностей. Так что они не перечеркивают, а наоборот подкрепляют друг друга. На основании полученных данных была составлена стандартная космологическая модель жизни Вселенной – Lambda-CDM. Это летопись всей эволюции мироздания от его рождения 13,779 миллиардов лет назад, от однородного до нынешнего состояния. Чтобы нагляднее показать временные рамки этого процесса, ученые составили космический календарь. Каждый день в нем посвящен определенной фазе развития мироздания. Когда в 12:00 1 января бьют космические куранты,
по календарю происходит большой взрыв. Как после этого происходила эволюция мироздания? Картина у ученых получается разноречивой. Некоторые исследования показали, что одни части Вселенной развиваются намного быстрее других. Возьмем хотя бы галактические мегаструктуры, которые недавно нашли астрономы. Большое кольцо и гигантскую дугу. Они уже не вписываются в эту теорию, превышая допустимые размеры. Но есть образования намного крупнее, и рекордсмен среди них — суперкластер галактик Великая Стена Геркулеса Короны Бореалис. Его длина составляет около 10 миллиардов световых лет, то есть он тянется практически через всю известную нам Вселенную. Объяснить существование Великой Стены в рамках основной модели невозможно. Таким образом, тезис об однородности мироздания поставлен под вопрос. Ученые пытаются найти разгадку этому таинственному противоречию. Недавно южнокорейские космологи создали самую совершенную и наиболее грандиозную модель всего сущего. В ней представлены примерно 2/3 общего объема мироздания с 400 миллиардами объектов. Поперечник модели составляет около 10 гигапарсек. При моделировании специалисты ставили задачу воспроизвести эволюцию Вселенной. И, конечно, они хотели изучить гигантские космические структуры, подобные тем, о которых мы говорили. Ученые пришли к выводу, что это по существу остатки волн в плазме, очень ранней горячей Вселенной. Они со временем остыли и как бы вморозились в структуру пространства, дав начало сверхскоплениям материи. Возможно, после завершения исследований астрофизики внесут изменения в основную модель устройства Вселенной. Но это очень спорный вопрос. Пока же мы исходим из того, что во время Большого взрыва не существовало ни материи, ни пространства или времени. Правда, это событие не было чем-то вроде разрыва вселенского снаряда. Путь мироздания начался просто с расширения, как вроде небесные силы начали надувать гелиевый шар. С обычным взрывом картину роднит лишь то, что все произошло практически мгновенно. Сразу после Большого взрыва наступила планковская эпоха. Она длилась на 43 порядка меньше секунды. Это минимальный отрезок времени, и, грубо говоря, его можно сравнить с размером пикселя для Вселенной. То есть речь идет о чем-то невероятно коротком, недоступном даже нашим измерительным устройствам и восприятию. Что происходило в то мгновение, доподлинно неизвестно. Есть мнение, что современные физические теории там не работали. Вся геометрия пространства-времени, предсказанная общей теорией относительности, не имела тогда никакого смысла. Действовали лишь квантовые законы. В следующую эпоху объединения можно утверждать, что материи и энергии как чего-то отдельного друг от друга не существовало. Ни атомов, ни протонов с нейтронами. Даже 4 фундаментальных взаимодействия – сильное и слабое ядерное, гравитационное, электромагнитное – были слиты в одну единую силу. Затем во Вселенной стали происходить удивительные вещи. В промежутке между 10 и 36 и 10 и 32 секундами после рождения ее размер увеличился на 26 порядков. Представляете, все сущее размером с яблоко. Вселенная в эпоху объединения была именно такой, поскольку подросла от размера меньше протона до примерно 10 сантиметров. Это было невероятно быстрое увеличение объема, потому тот период называют эпохой инфляции. Ученые выдвигают относительно нее разнообразные гипотезы. Некоторые исследователи утверждают, что в то время во Вселенной катились гравитационные волны. Они усилили неоднородность космоса и, возможно, повлекли за собой появление того, что сейчас называют темной материей. Что из себя представляет эта невидимая субстанция? Ученые до сих пор точно не знают. Возможно, изначально темную материю замутили в космосе первичные черные дыры. Сами они тоже образовались в результате гравитационных волн ранней Вселенной. Вместе с тем, большинство исследователей сходятся во мнении, что в это время гравитация отделилась от остальных фундаментальных взаимодействий. 3 других — электромагнитное, сильное и слабое ядерное — оставались объединенными электроядерным взаимодействием. И возможно, что привычные для нас понятия массы, веса, аромата и цвета тогда еще не обрели какой-то смысл. Одновременно во Вселенной возник вакуум, в том виде, который мы знаем.
а все вещество находилось в виде кварк-глюонной плазмы. Никаких протонов, а тем более атомов, все еще не существовало. За инфляцией в истории Вселенной следует электрослабая эпоха. Вещество по-прежнему продолжало пребывать в виде кварк-глюонной плазмы. Однако это уже были условия, которые мы можем не только представить себе, но и воспроизвести. Они соответствуют наибольшим значениям энергии, полученным в Большом адронном коллайдере. За время, пока длилась электрослабая эпоха, Вселенная успела достигнуть диаметра 0,6 астрономической единицы, то есть чуть больше диаметра орбиты Венеры. После электрослабой пришла кварковая эпоха. Тогда слабое взаимодействие наконец отделилось от электромагнитного, и законы физики окончательно приобрели современный вид. За это время Вселенная успела немного остыть, однако была все еще слишком горячей для существования протонов и нейтронов. Затем Вселенная охладилась до температур, наблюдаемых в ядрах звезд, и наступила адронная эра. Образовались протоны и нейтроны, а также их античастицы. Если бы на этой стадии количество вещества и антивещества оказалось одинаковым, материя в дальнейшем не смогла бы существовать. Однако привычного нам вещества оказалось немного больше. В течение следующих 10 секунд родились нейтрино, а также электроны и фотоны. Вселенная в это время достигла размера примерно 1 светового года. Так минули целые эпохи. Но их временные рамки, как мы видим, совсем не то, к чему мы привыкли. Эти эры развития Вселенной пролетели за 10 секунд. Следующие периоды фотонный и протонный оказались нескончаемо длинными по сравнению с первыми. Они длились 20 минут. Хотя для нас по-прежнему до странности мало. Тогда возник первичный нуклеосинтез, очень важный природный процесс образования ядер тяжелее водорода. Примерно через 70 тысяч лет после Большого взрыва вещество начало доминировать над излучением. Эти периоды уже хорошо описаны космологами. Их называют темными веками. Никогда ни до того, ни после космос не был таким бесконечно черным, как уголь, без единого проблеска света или огонька. В то время микроволновое излучение охладилось и почти потухло, и ни одна звезда еще не зажглась. Однако уже сформировались относительно большие неоднородности материи. Вселенную наполнил нейтральный водород, излучающий только радиоволны. Темные века длились гораздо дольше предыдущих эпох. Традиционно их конец относят ко времени, когда с момента Большого взрыва прошло 380 миллионов лет. За это время пространство успело вырасти до размеров в 20 раз меньше нынешнего. На протяжении всего периода в газовых облаках, заполнявших Вселенную, неоднородности нарастали. Наконец, некоторые из них превратились в первые звезды. Их свет сделал Вселенную снова прозрачной. Дату окончания темных веков ученые точно не знают. Последние исследования показывают, что существуют галактики, образовавшиеся задолго до 370 миллионов лет. Мы видим их такими, как во время возраста Вселенной в 200-250 миллионов лет. Что касается отдельных звезд, то они могли появиться еще раньше. Первые светила предположительно зажглись, когда со времени Большого взрыва прошло только 150 миллионов лет. Примерно через 379 тысяч лет после рождения мироздания наступила Великая эра рекомбинации или просветления. Тогда Вселенная достаточно остыла, чтобы плазма стала нейтральной. Электроны соединились с протонами, образовав первые атомы водорода. Благодаря этому излучение получило возможность свободно перемещаться куда угодно. В эту эпоху образуются первые галактики, а также квазары, свет которых проводит повторную ионизацию водорода. Формируются скопления и сверхскопления галактик. За счет гравитационного притяжения вещество во Вселенной начинает распределяться по этим обособленным кластерам. По всей видимости, первыми плотными объектами в темной Вселенной были квазары. Затем начали образовываться ранние формы галактик и газопылевых туманностей. Они, конечно, со временем изменились. Однако мы по-прежнему видим первичное излучение как космический микроволновый фон. Волны ранней Вселенной
записаны в нем в виде крошечных изменений температуры, которые позволяют фиксировать современные технологии. Именно реликтовое излучение позволило космологам рассчитать стандартную модель развития нашего мироздания. Она показывает, как шло формирование первых галактик и сверхмассивных черных дыр в их центрах. А вот относительно того, с какого момента это происходило, вопросов больше, чем ответов. Картину во многом портят некоторые галактики и сверхмассивные черные дыры в их центре. Недавно космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил эти галактики в инфракрасном диапазоне. Их невозможно рассмотреть в видимом свете, поскольку объекты расположены аж на краю Вселенной. Галактики сформировались всего через 200-500 миллионов лет после Большого взрыва. Скажем, возраст одной из них, HD1, 13,463 миллиарда лет. Она образовалась лишь на 324 миллиона лет позже мироздания. При этом космический динозавр неожиданно оказался очень ярким, не уступая свету многих современных галактик. Старейшей в компании на сегодняшний день ученые называют Сирс 93316 из созвездия Волопаса. Она сформировалась всего через 250 миллионов лет, а первые звезды начала зажигать спустя 120-220 миллионов лет после рождения Вселенной. Но самое интересное, что древняя галактика, как молодые коллеги, штампует светило с немыслимой скоростью в 101 солнечную массу за год. Сама Сирс 93316 тоже относительно большая. Ее масса составляет 109 солнечных. Это очень странно, учитывая появление галактики в ранней Вселенной. Трудно было собрать столь гигантскую массу на заре мироздания. Сирс 93316 по моделям астрономов должна быть в 10-100 раз меньше, однако в реальности ее размеры зашкаливают. Считается, что в галактике насчитывается около 100 миллиардов звезд. Расчеты исследователей из Австралийского технологического университета Суинберн говорят, что такое звездное население размером приравнивает Сирс 93316 к Млечному Пути. Для того, чтобы ранее галактика могла соперничать с нашей в своей среде, она должна была расти примерно в 20 раз быстрее обычного. Аналогично обстоит дело и с другими космическими динозаврами, которых Джеймс Уэбб отыскал на окраине мироздания. Галактики оказались больше и ярче, чем ожидали астрономы. Их невероятно высокая светимость может быть связана со значительной массой, поскольку свет галактики сходит от звезд. То, что подобные объекты возникли так скоро после Большого взрыва, противоречит космологической модели. Трудно объяснить и странную для их возраста структуру галактик. У одних есть характерные для спиральных структур рукава, другие имеют эллиптическую форму. Это не совпадает с расчетами ученых. Галактические динозавры не должны обладать четкой структурой, а значит и относятся по форме к спиралям или эллипсам. Противники теории Большого взрыва нашли в этом подтверждение своим взглядом. Раз ранние галактики не укладываются в схему, значит не было никакого взрыва и возникновения Вселенной из точки сингулярности. Но в данном случае критика вряд ли верна. Ранние галактики при более внимательном взгляде оказались намного проще и примитивнее, чем поздние. Хотя, несомненно, они начали развиваться раньше, чем предполагала наука. Однако дело не ограничивается древними гигантами. Карликовые тоже подлили масло в огонь. Они должны были образоваться первыми, а затем путем слияния сформировать звездные системы. Вместе с тем, космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил намного меньше карликовых галактик, чем показывают расчеты. Правда, астрономы предлагают объяснение этому феномену. Галактики рождаются как гигантские диски материи, которая затем разбивается на отдельные звезды. Есть еще предположение, что первыми образуются именно черные дыры. При этом вполне возможно, что они первоначально формировались путем преобразования огромных облаков газа в звезды массой в 1000 раз больше солнечной. Затем объекты мгновенно сжимались и превращались в черные дыры, которые сразу же начинали быстро расти. Но звезды, из которых формировались эти черные дыры, зажигались в небе значительно быстрее.
Вскоре яркие светила заполнили весь небосвод. Процесс продолжается до сих пор. Давайте разберемся, где и как формируются звезды. Это легче сделать, представив Вселенную как огромный темный океан. В нем дрейфуют и кружатся, подобно космическим водоворотам, гигантские облака газа. Они содержат все элементы, необходимые для зарождения звезд. Наиболее распространен водород, самый простой элемент во Вселенной. Огромные структуры называют молекулярными облаками, потому что отдельные атомы водорода любят, можно сказать, держаться за руки. Вместе они образуют молекулу, содержащую два атома водорода. Такие облака не совсем однородны по своей структуре. Их области отличаются плотностью, температурой и скоростью движения. Со временем на более плотных участках образуются небольшие узлы или сгустки газа, которые постепенно своей гравитацией притягивают все больше материи. Когда в сгустке собирается достаточно вещества, формируется протозвезда. Она выделяет некоторую энергию, но еще не запускает термоядерный синтез. Только при накоплении критической массы, которая создаст экстремальное давление и температуру, в ядре начинается реакция. Представим, что мы наблюдаем в небе такую картину. Она будет потрясающей. Внутри огненного сердца светила каждый атом начнет собственный бешеный танец. Во время своих хаотичных плясок частицы сталкиваются и сливаются друг с другом. При этом происходит взрыв чистой энергии, света. Так в небе загорается новая звезда, ярко освещая первыми лучами космическую тьму. Звездная эпоха, которая началась на заре Вселенной, продолжается и в наше время. Светила постоянно формируются в облаках молекулярного водорода. Все вроде бы одно и то же, но процесс, конечно, изменился с ранней эпохи на 13,5 миллиардов лет. Какими были древние звезды? Во многом их облик до сих пор покрыт мраком. Древнюю Вселенную астрономы называют вообще очень странной и невероятно скрытной. Она не хочет открывать тайны своего детства. Однако мощные инфракрасные инструменты космического телескопа Джеймс Уэбб и других продвинутых обсерваторий позволили астрономам увидеть свет ранней Вселенной. Кроме того, ученые создают модели мироздания, имитируя его в древности. Так удалось, в частности, больше узнать о начале звездной эпохи. Ученые выяснили, что основное различие между современными и доисторическими светилами касаются их строительного материала. Важно не только то, что в них в целом стало больше вещества. Главное, повысилось обогащение металлами. Это не значит, что во время путешествия мы увидим такие себе раскаленные железные шары. Астрономы называют металлами все элементы тяжелее водорода и гелия, например, кислород и углерод. Изначально термоядерный синтез рождает их только внутри звезд. После смерти светил эти вещества остаются в космосе. Постепенно большая их часть собирается в облака. Там рождаются новые звезды, обогащенные материалом своих предшественниц. В результате процесса современные светила по своему космическому ДНК отличаются от звездных динозавров. Чтобы узнать геном древних звезд, команда ученых из разных стран составила симуляцию формирования звезд в ранней Вселенной. Выяснилось, что самые первые из них были настоящими гигантами, в десятки тысяч раз больше Солнца. Их светимость также была безумно высока. В огне термоядерной реакции ископаемые светила беспрерывно выковывали из водорода и гелия более тяжелые химические элементы. Но их собственный век был недолгим. По мнению астрономов, жизнь звездных динозавров была очень короткой, менее миллиона лет. Где мы можем увидеть отпечатки первых светил? Это будет очень сложно. Астрономы, которые занимаются звездной археологией, до сих пор не откопали их точные следы, хотя сейчас у них появилась зацепка. Ученые выяснили, что внешняя часть Млечного Пути обладают свойствами, сходными со средой ранней Вселенной. Результаты показали, что там, как и на заре мироздания, рождается относительно большое количество массивных звезд. Можно допустить, что на окраинах нашей галактики сохранились следы доисторических светил. Однако эти выводы требуют многочисленных проверок.
Но, возможно, химические остатки первых звезд обнаружили астрономы из Италии с помощью очень большого телескопа. Они заглянули в невероятно далекие времена, когда Вселенной исполнилось всего около 300 тысяч лет. Первые звезды были наделены огромной силой, зато их сверхновые представляются еще слишком слабыми, чтобы рассеять очень тяжелые элементы, подобные железу. Такие вещества содержались в основном в ядрах первых звезд. Все эти процессы дают астрономам зацепку в поиске звездных динозавров. Они пытаются выявить химические остатки самых ранних светил. Также исследователей интересует следующее поколение светил с большим количеством легких элементов, смешанных с мизерным количеством металлов. Чтобы с этим разобраться, исследовательская группа из Италии изучила свет от далеких квазаров, активных ядер галактик, которые питают сверхмассивные черные дыры. Их свет на разных длинах волн поглощают газовые облака, которые попадаются на пути. Этот процесс помогает астрономам определить состав облака. Трудно быть следопытом, если речь идет о первых звездах. Их отпечатки ученые сначала искали в плотных газовых облаках, однако оказалось, что более поздние поколения богатых металлами сверхновых загрязнили эти сгустки газа, уничтожив следы предшественниц. Тогда итальянские астрономы проанализировали химический состав более рассеянных газовых облаков и выявили в 3 из них отпечатки первых звезд. Эти сгустки тумана соответствуют первым сверхновым. Они имеют очень низкое содержание железа, но много углерода и других легких элементов. Кроме того, аналогичные следы наблюдаются у многих старых светил Млечного Пути. Исследователи считают их звездами второго поколения, образовавшимися непосредственно из пепла первых. Команда заявила, что с помощью чрезвычайно большого телескопа попытается лучше понять природу рассеянных газовых облаков. Возможно, исследования позволят выяснить, насколько первые звезды были распространены во Вселенной. Между тем, точно известно, что в современном космосе новые звезды чаще загораются в небе, чем в старину. Их предков, которых называют звездами третьего поколения, было значительно меньше. Считается, что за первые 650 миллионов лет во Вселенной появилось меньше 1% всех звезд. Процесс ускорился благодаря тому, что космос сейчас наполнен элементами тяжелее водорода и гелия. Под их воздействием сгустки материи легче сжимаются и, достигнув высокой плотности, запускают термоядерный синтез. Это положило начало бурному звездообразованию во Вселенной. Сейчас в космосе, как мы знаем, рождаются очень разные светила. Они различаются по яркости, размеру, цвету и поведению. Некоторые меняют свой тип, переходя, например, из желтых карликов в красные гиганты. Другие остаются относительно неизменными на протяжении триллионов лет. Ученые называют светила, в ядрах которых происходит синтез водорода и гелия, звездами главной последовательности. Они составляют около 90% звездного населения и бывают очень разными. Масса светил главной последовательности варьируется от 0,1 до 200 солнечных и живут от миллионов до триллиона лет. Давайте устроим небольшой тур по разным звездам. Первый будет наше Солнце. Оно для нас самое близкое и родное. А вообще это лишь одна из 200 миллиардов триллионов звезд, которые существуют во Вселенной. В Млечном Пути примерно 7% всех светил – желтые карлики, как и Солнце. Что отличает их от других коллег? Желтые карлики имеют почти идеальную сферическую форму, поскольку вращаются относительно медленно и не деформируются при движении. Чтобы лучше это представить, подумайте о Солнце как о гигантском генераторе, который ежесекундно производит в 30 миллиардов раз больше энергии, чем все подобные устройства на Земле. Сопоставимое количество энергии вырабатывают и многие другие желтые карлики. Возьмем для примера 51 Пегаса в 50,6 светового года от Земли. У него много сходного с нашей звездой. Радиус и масса этого желтого карлика менее чем на 10% больше Солнца. Обе звезды можно назвать сверстницами. Они яркие и горячие, поскольку находятся в расцвете сил.
Главное же сходство 51 Пегаса с Солнцем, возможно, кроется в ее скалистой планете. Новые наблюдения за 51 Пегаса показали, что нынешняя магнитная среда вокруг звезды может быть особенно благоприятной для развития сложной жизни. И кто знает, не встретим ли мы братьев по разуму именно на экзопланете этой звезды. Словом, путешествие к 51 Пегаса будет увлекательным приключением. Но самым ярким его не назовешь. Есть светила, по сравнению с которыми желтые карлики будут выглядеть скромно. Просто как свечки рядом с мощными прожекторами. Правда, в небе эти суперфонари, несмотря на их яркость, трудно отыскать. Если мы во время путешествия заметим голубой безумно сияющий шар, то нам сильно повезет. Такой свет излучают редкие голубые гиганты, молодые горячие звезды, обычно массой в 1000 солнечных. Голубые гиганты и гипергиганты в тысячи и десятки раз превышают светимостью нашу звезду. Это делает их внешность прекрасной, но одновременно укорачивает им жизнь. Гиганты очень быстро расходуют свое термоядерное топливо, поэтому сияют в небе не более 10 миллионов лет. Вероятно, по этой причине они встречаются крайне редко. Всего 0,1% всех звезд, которые рождаются во Вселенной, составляют голубые гиганты и супергиганты. Чтобы познакомиться с этими небесными редкостями, мы отправимся к потрясающей Дзета-Кормы, или Наосу, в 1090 световых годах от Земли. Дзета-Кормы массивнее Солнца в 59 раз. Это ярчайшая голубая звезда созвездия Карма, светимостью 870 тысяч солнечных. Немного встретишь в Млечном Пути светил с таким огненным характером. А вот маленькие красные карлики на фоне ярких и горячих голубых звезд, можно сказать, вообще незаметны. Крошечные светила диаметром и массой обычно не превышают трети солнечной. Когда красный карлик производит гелий посредством термоядерного синтеза в своем ядре, энергия переносит материал на его поверхность. Там вещество охлаждается, как под кондиционером, соприкасаясь с ледяным космосом. Затем оно опускается обратно, принося с собой свежий запас водорода в ядро. Но у этих маленьких и тусклых светил есть свои крутые фишки. Несмотря на скромный размер, они буквально заполонили небо, поскольку живут очень долго. 3/4 звезд нашей галактики — красные карлики. Маленькие и тусклые, они, кажется, должны очень скромно вести себя в звездном коллективе. Но не тут-то было. Они часто проявляют свой звездный характер, ярко вспыхивая в небе. Так недавно телескоп Алма обнаружил на крошечном красном карлике чрезвычайно мощные вспышки, в 10 раз сильнее солнечных. Во время вспышек красный карлик излучал в радиоволнах в 10 тысяч раз интенсивнее, чем Солнце. Столь буйный характер одного из самых небольших красных карликов делает его опасным. Планеты даже в пределах его зоны обитаемости могут быть непригодны для живых существ, хотя здесь есть варианты. Сейчас инфракрасный инструмент телескопа Джеймс Уэбб исследует атмосферу вокруг одной из экзопланет звезды Тропист-1 в 40 световых годах от нас. Этот ультрахолодный красный карлик обзавелся сразу 7 планетами, 3 из которых находятся в обитаемой зоне своего светила. То есть здесь, кроме атмосферы, может быть жидкая вода на поверхности, а значит, теоретически, возможно существование жизни. Еще один плюс в том, что красный карлик Тропист-1 обладает более спокойным нравом, чем большинство коллег, и у него достаточно времени, чтобы создать нужные условия для своих миров. Мы знаем, что красные карлики практически бессмертные звезды. Они могут прожить 1 триллион лет, но рано или поздно даже самые крутые звездные долгожители заканчивают свой небесный путь. Как это происходит? По-разному, для отдельных типов звезд. Давайте подробнее в этом разберемся. Смерть, конечно, печальное событие, хотя в данном случае наше путешествие не будет мрачным и безотрадным. Нас ожидает яркая и отчасти жизнеутверждающая звездная история. Начнем опять же с нашего Солнца. Примерно через 5 миллиардов лет звезда превратится в красного гиганта.
Ее ядро сожмется, а внешние слои расширятся до орбиты Марса, поглотив и нашу планету. Затем относительно спокойно Солнце превратится в белого карлика, размером с современную Землю. Термоядерные реакции в нем уже не идут, а внешняя оболочка в процессе эволюции сброшена в пространство, образовав планетарную туманность. То есть, по сути, белый карлик является ядром бывшей звезды, которая в дальнейшем лишь остывает в течение еще миллиардов лет. Такая судьба постигнет многие светила с массой, подобной Солнцу. Но есть и другие варианты. Если звезда достаточно массивна, она не погаснет сравнительно тихо и мирно, как наша. Вместо этого в конце пути гигант начнет бурный термоядерный синтез в своем ядре. Это разорвет его внешнюю оболочку в грандиозном взрыве сверхновой. Недра светила под действием гравитации во время катастрофы стремительно сожмутся. В результате на его месте образуется нейтронная звезда или черная дыра. Сейчас несколько тысяч объектов в Млечном Пути могут вот-вот вспыхнуть сверхновыми. Мало это или много? Только мизерное количество звезд, около 1%, так ярко закончит свой небесный путь. Все объясняется просто. В космосе очень немного массивных светил, и их жизнь невероятно коротка. Впрочем, это основные сценарии звездной кончины. Но есть еще множество вариантов, например, маленькие мертвые звезды в один прекрасный момент могут как бы позавидовать яркой кончине гигантов. Возможно, они даже решат тоже устроить нечто подобное в небе. Недавно с помощью космического телескопа Хаббл астрономы наблюдали редкий взрыв сверхновой белого карлика. Катастрофа произошла в галактике Леда 22057 на расстоянии 650 миллионов световых лет от Земли. Сверхновая получила название SN 2024 PI, и ее можно наблюдать в виде бледно-голубой точки, которая выделяется на фоне межзвездного газа галактики. Белый карлик из двойной системы в течение долгого времени перетягивал материю звезды-компаньона. От перенасыщения его разорвало на части в огне термоядерного взрыва. Еще реже и мощнее вспыхивают гиперновые. Эти невероятные фейерверки, на порядок ярче сверхновых, устраивают звезды минимум в 30 раз массивнее Солнца. Гиперновые считаются одним из источников возникновения гамма-всплесков, которые длятся от 2 секунд до нескольких минут. В пример можно привести звезду SMSS 2003-1142, которая взорвалась гиперновой много миллиардов лет назад. Ученые рассчитали, что она имела массу минимум в 25 солнечных. Кроме того, огромное светило, скорее всего, быстро вращалось и имело очень мощное магнитное поле. Вероятно, гигант прожил совсем недолго, а затем в безумном огне гиперновой закончил свой жизненный путь. Так по-разному умирают звезды. Но при любом варианте их материя вскоре возродится в виде новых светил. А как закончит путь вся Вселенная? На этот счет существует множество теорий. Исследователи из Индии и США недавно предположили еще один очень неожиданный вариант. Вселенная продолжит расширяться под действием темной энергии, но со временем замедлится. В какой-то момент все в мироздании просто остановится. Космос остынет, и звезды окончательно погаснут. Модель основана на гипотезе голографической темной энергии. Идея состоит в том, что наше трехмерное пространство может быть иллюзией, которую квантовые эффекты создали в двух измерениях – медленный, леденящий и страшный финал. Впрочем, другие картины тоже получаются невеселыми. Возможно, все сущее ждет еще более страшный конец. Его просто разнесет на мелкие куски. Такой смерть Вселенной видят авторы гипотезы Большого взрыва. Что за адская сила так безжалостно расправится над планетами, звездами, галактиками? Это не какой-то жуткий монстр, а все та же темная энергия. Сейчас она стремительно расширяет Вселенную, будто надувая шар, и однажды растянет мироздание настолько, что шар просто лопнет. Иными словами, в какой-то момент разрушатся все гравитационные и электромагнитные связи между звездами и галактиками. В конце концов исчезнет сама ткань пространства-времени.
Временные рамки этого события также не утешают. Вселенская катастрофа в астрономическом понятии случится совсем скоро, всего через 22 миллиарда лет. В нашем виртуальном путешествии, благодаря моделям космологов, мы можем взглянуть на эту картину со стороны. Огромная полоса Млечного Пути начнет гаснуть, а небо темнеть. Прямо на наших глазах орбиты планет станут не такими, как обычно, а начнут медленно вытягиваться наружу из своих систем. Всего за несколько месяцев до конца, после того, как мы потеряем внешние планеты, весь мир окажется в кромешной тьме. Земля отдалится от Солнца, а Луна – от Земли. Затем темная энергия разнесет на куски нашу планету и разбросает ее останки по пространству. Ужасный конец. Но не будем заканчивать наше долгое космическое путешествие с пессимизмом. Мы посмотрели на полную эволюцию звезд, галактик и самой Вселенной. Светила проживают очень яркую и полную удивительных событий жизнь, разгоняются до невероятной скорости, поглощают, а потом, как конструктор, собирают заново небесные тела, выпускают в небо сияющие фейерверки сверхновых, и даже после смерти служат строительным материалом для других объектов мироздания. Но это звезды, а может ли Вселенная с позитивом закончить свой путь? Подобные теории тоже существуют. Смерть мироздания, возможно, станет началом чего-то нового и еще более совершенного. Сначала наступит полное сжатие пространства до очень маленького состояния, неделимой точки сингулярности, а после этого произойдет большой взрыв и появится юная Вселенная, которая начнет расширяться. Постепенно в ней образуются звезды, галактики, словом, все как у нас. Или вот еще более невероятная идея. Наше мироздание в конце пути станет строительным кирпичиком для какой-то другой реальности. Представляете космическое путешествие в такой чужой и в то же время родной по вселенскому ДНК мир? Наверняка тур окажется полон фантастических приключений. Однако это уже другая история.